Глава 1936. Напряженная битва. Однако острие копья сумело пронзить грудь золотого тела только на несколько дюймов, прежде чем было остановлено на месте. В то же время 6 золотых клинков снова появились в руках золотого тела и ударили по массивному копью. Дьявольская проекция внизу, похоже, тоже почувствовала, что что-то не так, и сразу же попыталась вытащить гигантское копье, но было уже слишком поздно. Над поверхностью золотого тела происхождения появился слой полупрозрачного света, и взрыв огромной всасывающей силы тут же воздействовал на гигантское копье, тем самым полностью обездвижив его. Прямо в этот момент из 6 золотых клинков, которыми владело золотое тело, пролился дождь из бесчисленных клинков, которые обрушились волной, что угрожало затопить как дьявольскую проекцию, так и священного предка Сюэ-Гуана. Священный предок Сюэ-Гуан холодно хмыкнул, увидев это, прежде чем сделать полшага назад, а затем сделал странную ручную печать, сопровождаемую неразборчивым заклинанием. Из маленького каноэ донесся жужжащий звук, и появился алый световой барьер, защищающий как священного предка Сюэ-Гуана, так и дьявольскую проекцию. Клинки обрушились на световой барьер, словно яростная буря, но барьер остался совершенно устойчивым и невредимым. Это каноэ было не только чрезвычайно мощным летающим сокровищем, но и обладало невероятными защитными способностями. Неудивительно, что священный предок Сюэ-Гуан был так спокоен и собран перед лицом атак золотого тела происхождения. Внезапно дьявольская проекция подняла голову и издала низкий рев, после чего слой серого света вспыхнул над гигантским копьем, неподвижно прижатым к груди золотого тела. В результате копье смягчилось и превратилось в серого дьявольского питона длиной в несколько сотен футов. У питона был чернильно-черный рог на голове, и он хлестнул своим массивным телом, чтобы плотно обвиться вокруг золотого тела. Если бы обычный культиватор телесной интеграции попал в мертвую хватку питона, его тело мгновенно взорвалось бы. Однако золотое тело происхождения было создано из бесчисленных драгоценных материалов и было практически неразрушимым. Таким образом, ему не только удалось остаться совершенно невредимым, даже когда его связал гигантский питон, но золотое тело происхождения внезапно даже начало расширяться. В то же время 6 золотых клинков, которыми оно владело, исчезли во вспышке, и когда оно взмахнуло своими 6 руками в воздухе, бесчисленные выступы золотых кулаков были отправлены в массивного питона. Раздалась череда грохочущих звуков. Гигантский питон тоже обладал чрезвычайно могучим телом. Несмотря на то, что он получил некоторые повреждения от ударов золотого кулака, он смог выдержать их без особых проблем. В отместку он открыл рот и выпустил поток зеленой ци прямо в одну из 3 голов золотого тела. Зеленая ци немедленно поразила золотое тело непреодолимым чувством сонливости, и выражения на его 3 лицах слегка изменились, когда золотой свет внезапно вспыхнул из его глобели. Затем разрез был открыт, и появился 3-й вертикальный глаз. Вспыхнул золотой свет, и 3 полосы пронзительного золотого света вырвались из вертикального глаза, прежде чем во вспышке пройти через зеленую ци. Как ни странно, в результате этого зеленая ци была полностью уничтожена. Гигантский питон повернул голову и попытался яростно вцепиться в центральную часть золотого тела, но на его пути появилась огромная мерцающая золотая рука. Таким образом, золотое тело происхождения и массивный питон вступили в рукопашную схватку. Оба они обладали чрезвычайно мощными телами, поэтому казалось, что это будет довольно долгая битва. Между тем, гигантская проекция пагоды над формированием меча неустойчиво мерцала под влиянием небесного талисмана 9 дворцов, а также подрывом другого пространственного сокровища низкого качества. Радужный свет, который он выпустил, был разрушен, и в конце концов он исчез, не успев достичь формации меча. Точно так же на дворцовые проекции, созданные небесным талисманом 9 дворцов, также воздействовали пространственные силы пагоды, тем самым препятствуя их спуску. Прямо в этот момент странный свет внезапно вспыхнул в глазах Хань Ли. И он резко поднял обе ладони вверх. 2 горы, одна черная, а другая лазурная, возникли из ниоткуда по 2 гулких грохота. Каждая гора была высотой в несколько сотен футов, и обе они рухнули прямо на клона, контролировавшего радужную пагоду. Тем временем духовное тело провело одним из своих рукавов по воздуху, выпустив шлейф из зеленых нитей. Эти зеленые нити были практически полностью прозрачными и растворялись в воздухе, а затем внезапно вновь появлялись возле маленькой пагоды, после чего опускались в виде сети зеленых нитей. Оказалось, что Хань Ли тоже пытался забрать это сокровище. Клон священного предка Сюэ-Гуана остался совершенно бесстрастным, увидев это. Он просто поднял руку к маленькой пагоде, парившей в воздухе, и произнес слово «сломать». Маленькая пагода повернулась на месте, и из нее вырвался порыв яростных радужных ветров. Надвигающаяся зеленая сеть была мгновенно разорвана этим порывом ветра, и, кроме того, 2 крайние горы были отброшены назад более чем на 100 футов. Сразу после этого радужные ветры полностью окутали 2 крайние горы, после чего вокруг пары гор появились бесчисленные таинственные золотые символы, которые были очень знакомы Хань Ли. «Золотая печать!» — воскликнул Хань Ли, выражение его лица слегка изменилось.
Сразу же после этого на две горы внезапно обрушился поток таинственной силы, пытающийся насильственно разорвать его духовную чувственную связь с ними. Если бы не тот факт, что его духовное чувство было практически таким же мощным, как у культиватора Великого Вознесения, связь, которую он имел с двумя крайними горами, скорее всего, действительно была бы разорвана. Хань Ли немедленно издал рев шока и ярости, когда он направил свои гигантские пушистые кулаки на порыв радужного ветра, и два гигантских золотых кулака появились из воздуха, прежде чем тяжело врезаться в порыв ветра. В то же время ряд серебряных рун на горе экстремальной сущности внезапно загорелся по его приказу, и гора испустила вспышку серого света, яростно устремившуюся к радужным ветрам. Одновременно с другой крайней горы извергались бесчисленные полосы прозрачной цемеча, и эти полосы цемеча угрожали разорвать даже близлежащее пространство. Порыв радужного ветра был чрезвычайно мощным, но когда три силы столкнулись, радужный ветер сильно задрожал, прежде чем распасться на точке пронзительного света с глухим ударом. Тем временем две крайние горы отскочили к Хань Ли, и клон, контролировавший пагоду, был очень удивлен, увидев, что он не смог силой отобрать две крайние горы у Хань Ли. Однако намек на удивление в его глазах быстро исчез, и он бесстрастно сделал хватательное движение. Вспыхнули пространственные колебания, и возник шар духовного света, внутри которого находилась маленькая пагода радужного света. Внезапно издалека раздался холодный голос. У этого сопляка наверняка есть кое-какие хитрости в рукаве. Не сдерживайся больше, высвободи ультимативную способность пагоды радужного света и убей его. Даже если он взорвет больше пространственных сокровищ, он не сможет разрушить эту способность. Голос принадлежал никому иному, как священному предку Сюэ-Гуану. В настоящее время он контролировал дьявольскую проекцию позади себя, поскольку она была вовлечена в жестокий бой с золотым телом происхождения, но тот факт, что он все еще был в состоянии отдавать инструкции своим клонам, ясно указывал на то, что ему еще есть что дать. Сердце Хань Ли дрогнуло, услышав это, и он издал громоподобный рев, когда ослепительный золотой духовный свет излучался из его массивного обезьяньего тела. Его руки расплылись, когда он размахивал ими в воздухе, швыряя две крайние горы прямо в священного предка Сюэ-Гуана. Две горы были необычайно тяжелыми, и они были брошены безумной силой гигантской горной обезьяны. Внезапно они растворились в воздухе, затем снова появились прямо перед священным предком Сюэ-Гуаном, прежде чем тяжело врезаться в малиновый световой барьер, выпущенный небольшим каноэ. Зрачки священного предка Сюэ-Гуана сузились, когда он увидел это, и гигантская дьявольская проекция позади него мгновенно превратилась в шар малинового света, который полностью окутал его тело. Раздались два сотрясающих землю грохота, и малиновый световой барьер яростно содрогнулся, прежде чем расколоться, как фарфор. Две горы продолжали двигаться вперед и врезались прямо в шар багрового света, но священного предка Сюэ-Гуана нигде не было видно. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули примерно в 200 футах, и священный предок Сюэ-Гуан снова появился. Однако он надел серые дьявольские доспехи, а за его спиной появились две пары малиновых крыльев. В то же время вокруг его шеи появился круг из 8 лазурных призрачных голов размером с кулак. Глаза всех призрачных голов были плотно закрыты, и выглядели они крайне угрожающе. Вдобавок ко всему, их рты постоянно открывались и закрывались, как будто они были живыми существами, создавая довольно душераздирающее зрелище. Священный предок Сюэ-Гуан был в ярости, когда он сердито смотрел на Хань Ли с сильным негодованием в глазах. «Я не думал, что буду вынужден показывать тебе эту форму. Должен сказать, ты отлично справился». Пока он сердито смотрел на Хань Ли, клон, контролировавший маленькую пагоду, внезапно поднял пагоду радужного света высоко в воздух, затем медленно закрыл глаза и начал петь древнее заклинание. Из радужной пагоды раздался громкий жужжащий звук, и от нее начали разрастаться радужные ореолы, быстро распространяясь и охватывая все пространство размером около акра в окрестностях. По мере того, как пение клона убыстрялось, из радужного света также возник ряд золотых рун разного размера, и всплески колебаний, пронизанные намеками на силу законов неба и земли, начали заполнять все небо. Глава 1937. Захват врага. Увидев это, Хань Ли ощутил дурное предчувствие, и 13 фиолетово-полосатых жуков-пожирателей золота, которые вращались над его головой, мгновенно выстрелили шарами фиолетового света по его приказу. Между тем сам Хань Ли топнул ногой и пронесся по воздуху, как порыв яростного ветра, выпустив поток золотых кулаков. Однако, независимо от того, были ли это пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели или кулачные проекции, и те, и другие мгновенно отталкивались, как только вступали в контакт с радужными ореолами. В этот момент сила законов в близлежащем районе стала еще более явной. Ослепительный свет, испускаемый радужными ореолами, освещал все небо, поражая взиравшего на него Хань Ли чрезвычайно тревожным ощущением. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, когда он увидел это. Продолжая нестись по воздуху, он издал свирепый рев, и его тело начало расширяться с невероятной скоростью.
За считанные мгновения он увеличился примерно до 4-5 тысяч футов в высоту и набрал полную грудь воздуха, прежде чем выпустить волну белой ци. Первоначально волна ци была совершенно бесшумной, но после того, как она прошла около сотни футов, из нее внезапно вырвался сокрушительный грохот. Трое клонов почувствовали, будто взрывной удар грома разразился прямо возле их ушей, и они неуверенно покачнулись, когда их тела содрогнулись. Пространство вслед за белой волной стало мутнеть и расплываться, а некоторые участки даже искривлялись и искажались, как будто все пространство готово было вот-вот разрушиться. Это был рев золотой сети, новая способность гигантской горной обезьяны, которую Хань Ли освоил после перехода на стадию интеграции среднего тела. Это было искусство совершенствования, основанное исключительно на звуковых волнах, и оно было невероятно мощным. Высвобожденный в полную силу, он был способен даже разрушить само пространство. Это была еще одна контрмера, которую Хан Ли подготовил против пагоды радужного света, и в этой опасной ситуации он немедленно решил применить технику. Белые звуковые волны и радужный свет столкнулись, и первые мгновенно беззвучно растворились во втором. Затем из радужного света раздался громкий жужжащий звук, и золотые руны, зависшие в свете, рассыпались во вспышки. Сам золотой свет тоже начал хаотично мигать, словно готовый вот-вот погаснуть. Клон, который только что пришел в себя после атаки звуковой волной, поспешно сделал ручную печать, увидев это, чтобы снова контролировать маленькую пагоду, но он отстал на шаг позади Хань Ли. Внезапно бесчисленные серебряные руны появились на золотом теле происхождения по велению Хань Ли, придав ему очень мистический вид. Гигантский серый питон злобно бросился на него, но внезапно исчез, словно дым, развеянный легким ветерком. Священный предок Сюэ Гуан слегка запнулся, увидев это, но как раз в тот момент, когда он собирался броситься к огромному питону и высвободить какую-то мощную способность, чтобы позаботиться о золотом теле, внезапно раздался жужжащий звук. И его сердце дрогнуло. Священный предок Сюэ Гуан поспешно бросил взгляд в сторону, откуда доносился звук. Там он обнаружил 13 огромных жуков, летящих прямо на него и открывающих рты, чтобы выпустить фиолетовые нити. Эти духовные насекомые были проинструктированы Хань Ли подкрасться к священному предку Сюэ Гуану, который сразу же без колебаний протянул к ним руку. Море крови внизу взвыло, когда массивная волна поднялась прямо перед священным предком Сюэ Гуаном. Однако огромной волне удалось остановить только небольшую часть пурпурных нитей, выпущенных жуками, в то время как большинство нитей пронзили пространство, а затем в мгновение ока достигли священного предка Сюэ Гуана. Выражение лица священного предка Сюэ Гуана помрачнело, когда он увидел это, и 8 лазурных призрачных голов, висящих на его шее, внезапно выскочили на фоне резкого крика. Затем они вращались в воздухе, образуя огромное лазурное кольцо с 8 призрачными головами, обращенными наружу, соединенными лазурным ореолом. Перед лицом приближающихся фиолетовых нитей 2 призрачные головы, обращенные в этом направлении, мгновенно выпустили бесчисленные серебряные звезды. Когда они столкнулись, пурпурные нити были подняты и втянуты в призрачные головы серебряными звездами. Вдобавок ко всему остальные 6 призрачных голов выбрасывали бесчисленные лезвия ветра изо рта. Каждое лезвие было размером всего с человеческую руку, но они были удивительно плотными и, казалось, пронзали саму ткань пространства, прежде чем мгновенно поразить пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей. Раздалась быстрая вереница хрустящих лезгов, и все лезвия ветра были отброшены, а жуки остались совершенно невредимыми. Священный предок Сюэ Гуан был ошеломлен, увидев это, но он не дрогнул ни в малейшей степени. Он хладнокровно поднял руку, чтобы последовательно наложить несколько печатей заклинаний на массивное лазурное кольцо. 8 призрачных голов завизжали в унисон, и из каждой головы вырвался багровый шип, прежде чем после нескольких вспышек погрузиться в рой пурпурно-полосатых золотых пожирающих жуков. Это были 8 обнаженных малиновых призраков с массивными рогами на головах. У них были зеленые глаза и чрезвычайно острые пальцы. Когда они взмахнули руками в воздухе, вместе с бесчисленными остриями когтей пронеслись потоки алого тумана, и они яростно столкнулись с жуками. В это время, когда священный предок Сюэ Гуан отвлекался на пурпурно-полосатых золотых пожирающих жуков, золотой свет вспыхнул позади Хань Ли, и золотое тело происхождения вновь появилось. Сразу после этого золотое тело полетело вперед и слилось воедино с Хань Ли. Золотой свет завихрился по всему телу Хань Ли, и под его ребрами появилось несколько гротескных выпуклостей, прежде чем внезапно появились еще 2 пары гигантских мохнатых рук. В то же время из его плеч вспыхнул золотой свет, и появились еще 2 головы, обе были немного меньше исходной. Таким образом, гигантская горная обезьяна приняла форму с 3 головами и 6 руками. Как только Хань Ли завершил свою трансформацию, он растопырил пальцы и сделал хватательное движение, которое было направлено к маленькой пагоде. Слабый золотой свет вспыхнул из его ладоней, после чего над каждой из его рук появились загадочные серебряные руны, затем трансформировавшиеся в выступы, спускавшиеся сверху. Происхождение близлежащего мира Ци немедленно начало безумно течь к проекциям, и с небес обрушились 6 оглушающих взрывов невероятной силы.
Перед лицом этих 6 взрывов огромной силы радужный свет начал яростно дрожать, затем деформировался и удлинился, как кусок теста, прежде чем полностью рассыпаться с глухим стуком. Клон, контролировавший пагоду, был очень встревожен, увидев это, и тут же прикусил кончик собственного языка, прежде чем выпустить шар эссенции крови в сторону пагоды. Шар эссенции крови взорвался облаком кровавого тумана, окутавшим всю пагоду, и на ее поверхности мгновенно появился слой полупрозрачного света. Кроме того, он выпускал проекцию пагоды, которая, казалось, вот-вот взлетит в небеса. Однако именно в этот момент Хань Ли внезапно издал громкий крик, прежде чем крепко сжать пальцы своих 6 рук. Горная сила, спускавшаяся сверху, внезапно превратилась в силу всасывания, и маленькая пагода невольно потянулась к Хань Ли. Клон издал крик удивления, увидев это, и сразу же выстрелил полосой малинового света, прежде чем исчезнуть в пагоде во вспышке. В результате пагода мгновенно стабилизировалась, но на лице Хань Ли внезапно появилась холодная улыбка, когда он резко опустил кулаки. В отличие от его последней атаки, это была совершенно бесшумной, но вокруг маленькой радужной пагоды внезапно вспыхнули пространственные колебания, и воздух стал чрезвычайно вязким. Он переливался словно желе, искривляя видение окружающих предметов самым причудливым образом. И тут взрыв невидимой силы полностью ограничил пространство вокруг пагоды, после чего Хань Ли без колебаний потер руки, прежде чем опустить их вниз. Раздался грохочущий удар грома, и из его огромных мохнатых рук вырвались бесчисленные золотые дуги молний. Дуги молнии переплелись, образуя гигантскую золотую сеть размером более 1000 футов, но она исчезла в воздухе, как только появилась. В следующее мгновение возле радужной пагоды разразился удар грома, и во вспышке возникла золотая сеть молний с пагодой прямо в ее центре. Хань Ли быстро сложил ручную печать, и сеть молний быстро приблизилась к маленькой пагоде во вспышке золотого света. Мгновенно сформировался массивный золотой шар, и пагода прочно застряла внутри него. В то же время вспыхнули пространственные флуктуации, и тело духа превратилось в слабую зеленую тень, прежде чем появиться рядом с золотым шаром, а затем тело духа быстро щелкнуло пальцами в его сторону. Шлейф из зеленых нитей взлетел в воздух, создав еще один слой зеленых нитей вокруг золотого шара, мгновенно сделав его зеленым. В воздухе наверху Хань Ли в быстрой последовательности протянул свои 6 рук к золотому шару, и бесчисленные руны появились из его массивных ладоней, прежде чем хлынуть в гигантский шар. В результате на поверхности золотого шара мгновенно возник ряд замысловатых и красочных образований. Хм. Ты действительно думаешь, что эти твои маленькие уловки могут заманить меня в ловушку? Изнутри шара раздался взбешенный голос. Как только голос стих, из шара раздались взрывы рокота, и руны на его поверхности начали хаотично мигать. В то же время шар начал судорожно метаться. Его поверхность начала непредсказуемо деформироваться. Он выпячивался и разрушался в разных местах, показывая свое крайне нестабильное состояние. Внешний слой зеленых нитей тут же начал трескаться, и казалось, что он вот-вот рассыплется. Хань Ли был ошеломлен, увидев это. Он знал, что все еще недооценил силу пагоды радужного света. Даже после реализации такого тщательного плана он все еще не мог поймать священного предка Сюэ-Гуана в ловушку. Однако удивление на его лице появилось лишь на мгновение, прежде чем исчезло. Он подготовил несколько вариантов действий, которые он мог использовать против этого сокровища. Видя, что первый план провалился, ему просто придется прибегнуть к своим запасным планам. Имея это в виду, Хань Ли издал низкий рев, когда он сделал хватательное движение вниз 6 руками в унисон, а затем резко взмахнул руками в воздух. Зеленый шар сразу же был поднят более чем на 10 000 футов взрывом невидимой силы. Как раз в этот момент в воздухе над шаром мелькнула слабая зеленая тень. Тело духа уже прибыло туда заранее и вдруг с торжественным выражением лица бросило какой-то предмет в сторону шара. Глава 1938. Разворот. На первый взгляд, это был обычный свиток. Свиток взлетел в воздух над зеленым шаром, где он медленно развернулся, открывая произведение искусства, изображающее бесчисленное количество золотых летающих мечей. Это было не что иное, как художественное произведение «Мириады мечей», которое Хань Ли только недавно полностью усовершенствовал. Как только свиток был развернут, он испустил вспышку ослепительного золотого света вместе с удивительной зловещей аурой. Затем золотой свет исчез во вспышке, и зеленый шар перед произведением искусства тоже исчез. Но он не пропал бесследно. Он был втянут в произведение искусства. На лице духовного тела появилась слабая улыбка, и оно сложило ручную печать, на которой золотое произведение искусства снова медленно свернулось в свиток, а затем зависло в воздухе совершенно неподвижно. Хань Ли махнул рукой вверх, и раздался оглушительный грохот, когда огромное пространство света вырвалось из дворцовых стен наверху. Свет устремился вниз к свитку, прежде чем втянуть его в себя, после чего появились шлейфы густого белого тумана. В этом тумане строгие дворцовые очертания начали медленно таять.
Затем весь замок скрылся в воздушной высоте. Между тем, в пределах ограничения, образованного небесным талисманом 9 дворцов, произведение искусства, изображающее мириады мечей, сильно задрожало, и слой золотого света закрутился вокруг него, прежде чем оно снова начало медленно разворачиваться. Однако в этот раз свиток успел раскрыться только наполовину, прежде чем из него вырвался гигантский выступ радужной пагоды, и раздался сокрушительный грохот, когда свиток взорвался бесчисленными пятнышками золотого света. Сразу после этого появился маленький шар радужного света, и это было не что иное, как пагода радужного света. На поверхности пагоды виднелось неясное изображение бледного лица, которое принадлежало клону священного предка Сюэ-Гуана, который слился воедино с пагодой. Бледность и яростное выражение его лица ясно указывали на то, что ему пришлось потратить много сил, чтобы вырваться из свитка. Однако, прежде чем радужная пагода успела высвободить какие-либо другие способности, пятнышки золотого света, вырвавшиеся из взрыва, внезапно стали чрезвычайно яркими и ослепляющими. Раздался резкий звон, и ряд золотых летающих мечей появился из ниоткуда вокруг маленькой пагоды. Каждый мерцающий золотой меч был одинаковой длины и формы, и конца им не было видно. Вся местность превратилась в море мечей, и золотой свет охватил все близлежащие пространства. Лицо на маленькой пагоде не могло не дрогнуть, увидев это. В следующее мгновение все летающие мечи издали резкие звенящие звуки, а затем развернулись, чтобы с безошибочной точностью направить свои острия на радужную пагоду. Дерьмо. Выругался клон священного предка Сюэ-Гуана. Даже выражение лица вечно спокойного клона резко изменилось, когда он увидел это. Сразу после этого золотые летающие мечи устремились к маленькой пагоде. Их было так много, словно шел проливной дождь мечей. Радужный свет вокруг маленькой пагоды действительно обладал замечательными защитными способностями, и он сразу же начал сопротивляться такому количеству атак, что шли одновременно. Конечно, клон, который слился воедино с пагодой, не собирался просто стоять и смотреть, но перед лицом этого шквала свирепых атак у него не было времени, чтобы высвободить какие-либо другие способности. В конце концов он смог только влить огромный заряд духовной силы в радужную пагоду, тем самым снова стабилизировав слой радужного света и отразив все летающие мечи в непосредственной близости. Однако казалось, что этим золотым летучим мечам нет конца. Как только клон подумал, что ему нужно время, чтобы отдышаться, прибыла следующая волна летающих мечей, и вскоре слой радужного света снова начал колебаться. Таким образом, клон был вынужден снова ввести магическую силу в пагоду, чтобы укрепить ее защиту. В результате маленькая пагода оказалась в ловушке на месте и не могла ничего сделать, кроме как пассивно защищаться. Хань Ли чувствовал, что происходит в пределах ограничений, образованных небесными талисманами 9 дворцов, и был в восторге от увиденного. Он немедленно издал громкий рев и набросился на священного предка Сюэ-Гуана, который сражался с 13 пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями. Духовный свет вспыхнул от духовного тела внизу, и оно также полетело к той же цели, но в следующее мгновение вдалеке внезапно появилась полоса малинового света, прежде чем приблизиться на огромной скорости. В полосе багрового света находился никто иной, как клон священного предка Сюэ-Гуана, которому было поручено преследовать пурпурный котел слова. Хань Ли не знал, удалось ли клону вернуть котел, но он летел прямо к священному предку Сюэ-Гуану. Увидев это, Хань Ли немедленно дал указание через свое духовное чувство своему духовному телу. «Остановите его». Таким образом, духовное тело мгновенно изменило направление и вместо этого полетело к приближающемуся клону. Холодный свет вспыхнул в глазах клона, когда он увидел это, и он немедленно щелкнул пальцами по направлению к духовному телу. 10 алых нитей вырвались из его пальцев во вспышке, и эти алые нити мгновенно превратились в толстые столбы алого света, которые устремились прямо к духовному телу. В то же время клон открыл рот, чтобы извергнуть вспышку черного пламени. Силы духовного тела явно уступали силам клона, но оно не собиралось отступать. Оно также открыло рот, чтобы выпустить шлейф зеленых нитей, а затем взмахом запястья достало короткую серебряную линейку. Линейка порхнула по воздуху, и тут же появились бесчисленные серебряные проекции линейки, которые мгновенно устремились к клону, как серебряная волна. В результате клон был остановлен на месте и не мог двигаться дальше. Тем временем 3 головы Хань Ли начали петь в унисон, и он взмахнул 6 руками в воздухе, выпуская бесчисленные серебряные руны, которые летели к священному предку Сюэ-Гуану. Затем эти руны мгновенно проявились в виде взрывов огромной силы. Священный предок Сюэ-Гуан изначально думал, что Хань Ли будет полностью занят сражением с его клоном, но к его большому удивлению, Хань Ли смог поймать пагоду радужного света, а также клона, контролирующего ее в этом массивном построении. Из-за того, что все трое были отправлены в альтернативное царство, их силы и близко не соответствовали силам истинного тела. Вдобавок ко всему, были некоторые могущественные сокровища, которые они не могли принести в царство духов. Но с пагодой радужного света и фиолетовым котлом слова в их арсенале они должны были быть в состоянии сокрушить всех существ ниже великого этапа вознесения в царстве духов.
Однако он не думал, что с их основной целью будет так сложно справиться. Во-первых, пурпурный котел слова каким-то образом вырвался из-под его контроля, и теперь пагода радужного света была полностью подавлена духовным телом Хань Ли. Если бы не тот факт, что он все еще чувствовал, что клон, контролирующий радужную пагоду, в порядке и все еще имел хорошие шансы избежать ограничения, он, скорее всего, уже развернулся бы и сделал тактическое отступление. Но несмотря на это, он все еще оставался на месте, хотя на его лице появилась тень беспокойства. Однако теперь, когда на него напал Хань Ли, в его сердце зародился намек на ярость, чтобы пересилить свое беспокойство. Он немедленно провел рукой по воздуху, и 8 малых призрачных проекций, сражавшихся с пурпурно-полосатыми золотыми жуками-пожирателями, мгновенно исчезли. Затем 8 лазурных призрачных голов издали ужасный вой, прежде чем отделиться друг от друга, а затем мгновенно исчезли в теле священного предка Сюэгуана. В следующее мгновение он сделал ручную печать, и багровый свет вспыхнул от его тела, когда он начал резко увеличиваться в размерах, превращаясь в гиганта, который был ненамного меньше массивной золотой обезьяны. Из его плеч также вырвались 8 всплесков черной ци, после чего появились 8 призрачных лазурных голов. Каждая из этих 8 голов выражала разные эмоции, и смотреть на них было чрезвычайно мучительно. Дьявольский великан издал яростный рев и взмахнул руками, словно спицами колеса телеги, посылая в воздух бесчисленные острия когтей. В то же время 8 голов открыли рты, чтобы извергнуть всплески черной ци. Черная ци собралась в воздухе, образовав огромный черный цветок, который столкнулся с приближающимся взрывом огромной силы. Гигантский цветок содрогнулся, прежде чем он был мгновенно уничтожен огромной силой, но он также свел на нет большую часть этой силы. Затем оставшейся силе противостояли яростные острия когтей. Холодный свет вспыхнул в 6 глазах Хань Ли, когда он увидел это, и он внезапно издал громоподобный рев, от которого дьявольский великан пошатнулся на месте. Вспыхнул золотой свет, и прямо перед дьявольским гигантом внезапно появился клинок меча длиной около фута. У дьявольского великана все еще кружилась голова, и он был весьма поражен этой атакой, но все же отреагировал очень быстро, когда его рука метнулась вперед, как молния, чтобы схватиться за клинок меча. Однако в тот момент, когда его рука сомкнулась вокруг проекции меча, она просто исчезла, как если бы это была не более чем иллюзия. Дьявольский гигант, естественно, слегка запнулся, увидев это, но прежде чем он успел понять, в чем заключалась атака Хань Ли, проекция меча внезапно вновь возникла в его духовном смысле, прежде чем обрушиться в яростном ударе. Арк. Вспышка мучительной боли пронзила душу дьявольского гиганта, и он невольно закинул руки за голову, испустив вой агонии. Это была не что иное, как способность, которой Хань Ли овладел с помощью искусства наблюдения за мечом, которое он получил из искусства бесчисленных мечей, и оно специализировалось на нацеливании на духовное чувство. К сожалению, это было искусство совершенствования истинного бессмертного царства, и он не мог использовать его без каких-либо последствий. Таким образом, он также был поражен определенной негативной реакцией, и если бы не тот факт, что он объединил свое золотое тело с формой гигантской горной обезьяны, он бы не осмелился использовать ее в бою. Несмотря на это, он издал приглушенный стон, когда золотые и серебряные руны вспыхнули на его теле, и он, казалось, получил даже больше повреждений, чем дьявольский гигант. Однако Хань Ли был готов к этой ответной реакции, и хотя 3 его головы также были поражены приступом острой боли, ему удалось подавить боль и прыгнуть в воздух, издав низкий рев. После всего лишь одной вспышки он преодолел расстояние более 1000 футов и появился прямо над дьявольским гигантом. Затем в каждой из его 6 рук появилось длинное золотое лезвие, которое он нацелил в главную голову дьявольского гиганта. Глава 1939. Принуждение врага к отступлению. Вспыхнул золотой свет, и 6 золотых лезвий мгновенно слились воедино, образовав гигантский меч длиной в несколько сотен футов. Холодный свет вспыхнул в воздухе, и на главной голове дьявольского великана появился намек на недоверие, после чего она медленно покатилась вниз шеи. Его только что обезглавили. Однако Хань Ли не выказал никакого восторга, увидев это. Вместо этого гигантские мечи в его руках снова разделились на 6 золотых лезвий, и он быстро полоснул ими по воздуху, выпустив бесчисленные золотые нити, которые угрожали разорвать дьявольского гиганта на бесчисленные куски. Произошел невероятный поворот событий. Обезглавленный дьявольский гигант резко взмахнул 4 крыльями и молниеносно отлетел на несколько сотен футов. В то же время море крови внизу яростно бурлило, и бесчисленные кровавые стрелы взмывали в воздух, чтобы сдерживать приближающиеся золотые нити. В то же время из его шеи вырвалась вспышка черной ци, и появилась голова, идентичная его первоначальной. Однако одна из 8 лазурных призрачных голов на его плечах исчезла. Выражение лица Хань Ли помрачнело, когда он увидел это, но он ничуть не дрогнул, когда 6 золотых лезвий в его руках превратились в 6 совершенно разных видов оружия.
Он взмахнул 6 оружиями по воздуху, и бесчисленные всплески золотых молний и огня в бешенстве устремились прямо к дьявольскому гиганту. Только что потеряв одну из своих голов, дьявольский гигант также был крайне разгневан, и его оставшиеся 7 голов начали петь в унисон, пока он делал чрезвычайно глубокую ручную печать. Внезапно море крови внизу начало быстро вращаться с дьявольским гигантом в центре, образуя массивный вихрь, который превратился в циклопический столб крови. Этот столб крови взорвался в небеса, и дьявольский великан снял свою ручную печать, прежде чем схватиться за нее. Свет хаотично вспыхнул от столба крови, и он превратился в гигантский багровый посох длиной в несколько тысяч футов с черными рунами, выгравированными по всей его поверхности. Дьявольский гигант схватился за посох, прежде чем сразу же метнуть его в сторону Хань Ли с разрушительной силой. Бесчисленные выступы посоха мгновенно устремились вперед, как багровый ураган, неся с собой отвратительный запах запекшейся крови. Золотая молния и огонь переплелись с ураганом на фоне череды громких взрывов, и Хань Ли одновременно поднял все 6 оружий, прежде чем броситься прямо на дьявольского гиганта. Дьявольский великан холодно хмыкнул и тоже бросился на огромную обезьяну. Таким образом, 2 колоссальных существа столкнулись в ожесточенной битве, грозившей опустошить небо и землю. Вскоре после того, как их битва началась, к ним присоединились 13 пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей и гигантский серый питон. Это, естественно, сделало битву еще более напряженной, и внезапно прямо в центре поля битвы появился шар яркого разноцветного света. Сразу же после этого во всех направлениях распространился взрыв поразительных флуктуаций, разрушая пространство на своем пути. 2 фигуры, спотыкаясь, вылетели из шара света, прежде чем полететь назад, и только когда между ними открылось расстояние от 2 до 3 тысяч футов, им едва удалось стабилизироваться. Эти 2 фигуры, естественно, были никем иным, как Хань Ли и дьявольским великаном, и обе они выглядели довольно потрепанными. Мало того, что на теле Хань Ли были большие пятна золотого меха, которые были обуглены до черноты, остались только 3 из его 6 видов оружия. И даже эти 3 оружия были серьезно повреждены. Что касается дьявольского великана, то все его тело было залито кровью, а еще 2 призрачные головы на его плечах были уничтожены. Массивный багровый посох в его руке тоже был сломан пополам, и казалось, что дьявольский великан явно проиграл во время этого столкновения. В то время как Хань Ли и дьявольский великан с настороженностью в глазах оценивали друг друга, из центра рухнувшего пространства раздался грохот, и шар яркого света взорвался. Из взрыва вылетело около дюжины шаров пурпурного света, и это были те же самые пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели. Гигантский серый питон также отскочил от взрыва в другом направлении, но только половина его тела выбралась из рухнувшего пространства, прежде чем он был возвращен на исходное место взрывом огромной силы всасывания. Таким образом, взрыв света полностью затопил гигантского питона, и дьявольский великан выплюнул полный рот эссенции крови, когда его лицо заметно побледнело. Серый питон проявился из своей дьявольской проекции, и между ними возникла духовная связь. Теперь, когда он был уничтожен, он столкнулся с серьезной негативной реакцией. Выражение лица дьявольского гиганта потемнело еще больше, в то время как Хань Ли взмахнул 6 руками в воздухе, чтобы снова вызвать 6 различных видов оружия во вспышке золотого света. Каждое из этих оружий вернулось к своему первоначальному состоянию, и после очередной вспышки золотого света обугленные участки золотого меха Хань Ли также мгновенно регенерировали. Затем на его лице появилось свирепое выражение, когда он снова приготовился броситься на дьявольского гиганта, но прямо в этот момент из тумана, проявленного небесным талисманом 9 дворцов, внезапно раздался глухой грохочущий гул. В то же время в воздухе над туманом появилась гигантская радужная пагода, которая вращалась на месте, испуская бесчисленные столпы света. Столпы света уничтожили весь окружающий туман, и дворцовые очертания, скрытые в тумане, также были пронзены, прежде чем распасться на пятнышки духовного света. Таким образом, небесный талисман 9 дворцов был уничтожен в мгновение ока. Затем из гигантской проекции вырвалась длинная полоса радужного света, прежде чем свет исчез, обнажив гуманоидную фигуру. Зрачки Хань Ли немедленно сузились при виде этой гуманоидной фигуры, а на лице дьявольского гиганта появилось выражение восторга. Это был никто иной, как клон, который был пойман в ловушку художественным произведением «Мириад мечей». В этот решающий момент ему, наконец, удалось преодолеть ограничения, используя невероятные способности пагоды радужного света. Однако после того, как Хань Ли мельком увидел клона, его сердце сразу успокоилось. Клон все еще держал в руке маленькую радужную пагоду, но его лицо было полностью лишено цвета, а его аура также стала чрезвычайно слабой. Кроме того, маленькая пагода в его руке также стала тусклой и слабой, что ясно указывало на то, что она потеряла часть своей духовной природы. Дьявольский великан тоже заметил это, и его ликующее выражение тут же напряглось. Что случилось? Как ты стал таким, когда тебя защищала пагода радужного света? В ответ клон передал свой голос священному предку Сюэгуану. Этот паршивец использовал очень неприятное сокровище, чтобы напасть на меня.
Похоже, это сокровище откуда-то из-за пределов царства духов. Если бы он не использовал этот последний козырь, мы, скорее всего, никогда больше его бы не увидели. На лице дьявольского гиганта появилось сбитое с толку выражение, и он спросил. Что-то из-за пределов царства духов? Если оставить это в стороне, сможешь ли ты продолжить эту битву? Пока ты в порядке, я, естественно, смогу продолжать, но пагода радужного света потеряла часть своей духовной природы, поэтому я пока не смогу использовать ее пространственные силы, ответил клон. В таком случае даже у нас двоих вместе взятых не будет особых шансов на победу. Брови дьявольского гиганта нахмурились в нерешительности. Клон взглянул на гигантскую золотую обезьяну, затем перевел взгляд на последнего клона, который сражался с духовным телом, но хранил полное молчание. Духовное тело явно уступало в силе своему противнику, но оно легко могло обеспечить самосохранение, полагаясь на свои невероятные регенеративные способности. Сражавшийся с ним клон хотел выйти из боя, но просто не мог стряхнуть с себя духовное тело. Увидев это, дьявольский великан заколебался еще больше. Ситуация, казалось, резко ухудшилась для него, но он все еще очень не хотел отступать. В конце концов, он пошел на огромный риск, отправив сразу 3 фрагмента своего духовного чувства в царство духов с единственной целью восстановить запечатывающий дьявола замок. Однако он не только не смог достичь этой цели, но и потерял одно из 2 своих незавершенных глубоких небесных сокровищ, в то время как у последнего была повреждена его духовная природа. Это, естественно, было для него крайне раздражающим исходом. Хань Ли мог видеть внутренний конфликт на лице своего противника, и все 3 его головы начали петь в унисон, когда он сделал хватательное движение одной из своих 6 рук. Пурпурный сегмент лезвия мгновенно появился в его руке, и как только он появился, ци ближайшего мира начала сильно расти. В то же время бесчисленные пятнышки пятицветного света появились в окрестностях, прежде чем в безумии сошлись к сегменту лезвия, создавая невероятное зрелище. Это неполное глубокое небесное сокровище. Воскликнул дьявольский великан, глядя на мерцающий сегмент лезвия с удивлением в глазах. Другой его клон тоже был очень встревожен, увидев это. «Спасаемся бегством!» Наконец решил дьявольский великан, когда выражение его лица значительно помрачнело. Затем он взмахнул 4 крыльями, и море крови внизу взметнулось вверх, образовав обширное пространство багрового света, которое охватило его массивное тело, прежде чем исчезнуть с места происшествия. Клон также помахал радужной пагодой в воздухе и превратился в полосу радужного света, которая тут же улетела. Глава 1940-го. Заброшенный город. Что касается клона, который сражался с духовным телом на расстоянии, он, похоже, также получил указание отступать, и ослепительный малиновый свет внезапно вырвался из его тела, чтобы отбросить духовное тело, прежде чем оно рванулось к своим 2 спутникам. Все 3 собрались вместе в мгновение эйка и побежали в одном направлении. Это еще не конец, сопляк. В следующий раз, когда мы встретимся, я обязательно вырву твою душу и буду мучить ее целую вечность. Грозный голос священного предка Сюэгуана прогрохотал вдалеке, и он исчез вдали после нескольких вспышек. Приняв решение отступить, он сделал это очень решительно и ни на йоту не медлил. Казалось, он был очень уверен, что Хань Ли не попытается выследить его, и, конечно же, Хань Ли просто бесстрастно смотрел, как его противник уходит, не проявляя никакого намерения пуститься в погоню. Вдалеке духовное тело сложило ручную печать, прежде чем внезапно исчезнуть на месте. Затем рядом с Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и вновь появилось духовное тело. Хань Ли холодно хмыкнул, когда он вытащил свое золотое тело происхождения среди вспышки золотого света. Затем его тело уменьшилось, когда его золотой мех отступил, и он вернулся обратно в свою человеческую форму. Вместо того, чтобы радоваться этой победе, Хань Ли продолжал смотреть вдаль с мрачным выражением лица. С одними только его клонами уже так трудно иметь дело. А ведь его истинное тело будет гораздо более мощным. Существа великой стадии Вознесения действительно настолько грозны, как их провозглашают. Хань Ли пробормотал себе под нос, прежде чем отвести взгляд и махнуть рукой в сторону духовного тела рядом с ним. Духовное тело мгновенно полетело к нему в виде зеленой тени, прежде чем исчезнуть в его теле во вспышке, и 13 пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей также полетели обратно к нему. Хань Ли провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая убрала жуков, затем закрыл глаза, прежде чем сложить ручную печать, повторяя заклинание. На его глобелле появилась малиновая руна размером с большой палец, и она вспыхнула мягким светом. Через несколько мгновений Хань Ли открыл глаза, и на его лице появился намек на восторг. Это сработало. Фиолетовый котел слова не улетел так далеко. Как только его голос затих, он переключился на серию сложных ручных печатей, и малиновая руна на его глобелле тоже начала колебаться, меняя яркость. Вскоре после этого вдалеке появилась полоса черного света, а внутри нее было не что иное, как котел пурпурного слова, улетевший во время битвы.
Однако котел остановился в нескольких тысячах футов от Ханли, и фиолетовый свет беспорядочно вспыхнул на его поверхности, когда он издал слабый жужжащий звук, по-видимому, выражая нерешительность приблизиться к Ханли. Однако после того, как Ханли активировал эту малиновую руну, между ними образовалась связь. Улыбка на лице Ханли расширилась при виде котла, и малиновая руна вылетела прямо из его глобелы, прежде чем вращаться вокруг него. В то же время он начал что-то напевать, щелкая пальцами по воздуху, и серия ярких красочных заклинательных печатей вылетела вперед, прежде чем мгновенно исчезнуть в котле. Маленький котел содрогнулся, прежде чем издать ясный крик, похожий на рев дракона, и полетел прямо к малиновой руне, которая также исчезла в котле во вспышке малинового света. Затем над поверхностью котла появился слой малинового света, и он издал крик восторга. Только тогда Хань махнул рукой в сторону маленького котла с улыбкой на лице. В этом случае маленький фиолетовый котел был чрезвычайно послушен и добровольно подлетел к Ханли, сжавшись до нескольких дюймов в размере, прежде чем приземлиться ему на ладонь. Ханли был в восторге, увидев это, и начал внимательно осматривать миниатюрный котел. На поверхности котла было множество неопознаваемых рун, и он также был окутан слоем слабой черной ци. Глаза Ханли слегка сузились, когда из его руки вспыхнул духовный свет, и несколько золотых и серебряных рун появились перед тем, как мгновенно исчезнуть в маленьком котле. Котел только успел издать низкий звенящий звук, как внезапно замер, как будто бы лишив своей духовной природы. Сразу после этого бесчисленные дуги золотых молний вырвались из кончиков пальцев Ханли среди грохочущих ударов грома, а затем образовали сеть золотых молний, охватывающую весь котел. Затем сеть молний сжалась и слилась в маленький золотой шар над его ладонью. Увидев это, на лице Ханли появилось выражение облегчения, и он перевернул другую руку, чтобы достать нетронутую белую нефритовую коробку, в которую он поместил золотой шар. После этого он провел рукавом по коробке, и из нее появилась дюжина или около того талисманов разных цветов, прежде чем мгновенно сформировать несколько миниатюрных образований, которые вонзились в поверхность коробки. Убрав нефритовую шкатулку, Ханли вздохнул с облегчением, и только тогда он осмелился по-настоящему расслабиться. Используя секретную технику, которую передал ему Чо Цигун, он смог легко забрать пурпурный котел слова у священного предка Сюэ-Гуана. Однако в том-то и дело, что в котле все еще хранилась крупица духовного чувства Чо Цигуна. Прежде чем искоренить этот огонек духовного смысла и снова очистить сокровище, Ханли, естественно, не осмеливался его использовать. Несмотря на это, он все еще был в восторге от того, что получил такое драгоценное сокровище, но в то же время он оплакивал потерю своего художественного произведения «Мириады мечей». Он только что полностью обработал сокровище и планировал, что оно станет одним из его козырей против дьявольской армии, так что, естественно, что ему было очень жаль, что сокровище было уничтожено всего в одной битве. Прощальная угроза, которую дьявольский великан издал перед своим уходом, всплыла в голове Ханли, и на его лице появилось мрачное выражение. Как и сказал дьявольский великан, он смог заставить этих 3 клонов отступить только потому, что они были плохо подготовлены и слишком самоуверены, поскольку у них в руках было 2 незавершенных глубоких небесных сокровища. В следующий раз 3 клона будут лучше подготовлены и будут лучше разбираться в способностях Ханли, поэтому исход этой битвы может легко пойти не в пользу Ханли. Внезапно Ханли покачал головой и усмехнулся про себя. Он понял, что беспокоится о гипотетической ситуации, которая никогда не произойдет, поскольку он никак не мог дать священному предку Сюэ-Гуану еще один шанс поймать его в ловушку. Если 3 клонов должны были вернуться в главный дьявольский город, им потребовалось бы не менее 3-4 месяцев, что было более чем достаточно для Ханли, чтобы прокрасться обратно в небесный город. Если после этого он не покинет небесный город, ему нечего бояться. Однако перед этим он должен был посетить место, где можно было найти земное адское пламя. Он дал клятву Чо Цигуну и, конечно же, не хотел терпеть ответную реакцию внутренних демонов. Вдобавок ко всему, хаотическая Цинь-Ян действительно очень привлекала его. Клоны священного предка Сюэ-Гуана только что отступили, поэтому они не могли вернуться в ближайшее время. Таким образом, это была прекрасная возможность для него выполнить обещание, которое он дал. Однако тот Чо Цигун тоже был священным предком, поэтому он, естественно, не собирался верить всему, что тот говорил. Ханли пришлось принять некоторые защитные меры, прежде чем он выполнил задачи, которые обещал выполнить. Что касается небесного города, все культиваторы интеграции тела уже сбежали, поэтому город никак не мог выжить. Таким образом, возвращаться туда не было никакого смысла. Имея это в виду, Ханли немедленно принял решение и улетел в виде полосы лазурного света. Тем временем дьявольский великан был уже в десятках тысяч километров и вернулся к своей нормальной гуманоидной форме. Вдобавок ко всему, он снова выпустил свое малиновое каноэ, и 3 клона отправились в сторону небесного города на летающем сокровище. По пути все 3 клона хранили полное молчание. Несколько дней спустя 3 клонов увидели рухнувшую городскую стену небесного города. Воздух над всем городом был окутан чернильно-черной дьявольской ци.
И когда малиновое каноэ приблизилось к городу, группа воинов в доспехах верхом на дьявольских конях мгновенно появилась, чтобы почтительно поприветствовать 3 клонов. Как только всеохватывающий дьявольский всадник приблизился, священный предок Сюэ Гуан холодным голосом приказал: «Немедленно активируйте телепортационную формацию, ближайшую к нашей священной армии». Да, священный предок. Все присутствующие дьявольские существа среднего и высокого уровня уже знали о прибытии священного предка Сюэ Гуана, поэтому этот всеохватывающий дьявольский всадник, естественно, узнал 3 клонов и немедленно дал утвердительный ответ с почтительным поклоном. Полмесяца спустя Хань Ли летел по воздуху полосой едва различимого лазурного света. Колебания его магической силы также были чрезвычайно слабыми, и никто не смог бы обнаружить полосу лазурного света, если бы он не был чрезвычайно могущественным существом или не обладал способностью духовного глаза. Хань Ли в настоящее время летел над небольшим человеческим городом, который был заброшен более сотни лет назад в ожидании дьявольской скорби. В настоящее время город представлял собой не что иное, как нагромождение руин и заросших сорняков, но когда Хань Ли пролетал над ним, он небрежно провел своим духовным чувством через заброшенный город, и на его лице появился намек на удивление. Он резко остановился и посмотрел вниз на заброшенный город, в его глазах сверкнул синий свет.